Всем привет! Берем инструмент трубка и путь. Делаем фронтальный вид и рисуем горизонтальную линию. Нажимаем на зеленый кружочек и выбираем профиль. Давайте развернем профиль и проверим. Вот две белые точки, они должны быть совмещены. Тогда деталь находится в ровном положении. То есть вот выбираем, например, с левой стороны, сейчас покрупнее, или справа, без разницы. Просто эти две точки нужно совместить. Сделаем с одной стороны бортик. Выбираем гизмо и растянем в ширину за синюю точку. Зайдем в топологию и изменим ее до минимальных значений. Клонируем деталь, отодвигаем в стороны, немножко уменьшим длину и повернем по оси Z на 45 градусов. Сделаем второй бортик. И утверждаем. Инструмент «Выбрать маску» и лассо. Выбираем нижнюю часть. Включаем гизмо и поворачиваем по оси Z на 45 градусов. Теперь маску инвертируем и снова берем инструмент гизмо и поворачиваем тоже на 45 градусов. Маску очищаем и эти две детали соединяем друг с другом. Теперь выбираем первую деталь и копируем ее. Отодвигаем в сторону и поворачиваем по оси X на 90 градусов. Увеличим ее в ширину. И сделаем бортики. Так, давайте добавим сначала второй бортик. И теперь сделаем их потоньше. И соединим детали. Теперь сделаем ступеньки. Добавляем куб. Уменьшаем его топологию до 0. И утверждаем. Формируем ступеньку. И перемещаем ее вот сюда. Копируем. И сдвигаем вниз.
Снова копируем и добавляем такие ступеньки по всей длине лестницы. Вот эту деталь давайте выберем и сделаем полупрозрачной. Берем вот эту ступеньку и перемещаем сюда. Снова копируем и перемещаем. И так делаем всю лестницу. После того, как мы сделали все ступеньки, выбираем нижнюю и делаем ее немножко потолще, чем остальные. И увеличиваем длину немного. Вот эту деталь можно выбрать и заходим в материалы и делаем непрозрачный. Копируем нижнюю ступеньку и сделаем из нее бортик. Копируем и перемещаем. Добавим куб. Изменим размер по размерам площадки. А по высоте сравняем с основанием лестницы. Открываем топологию и изменяем Z, сделаем 2, Y 3, а X 6. Утверждаем. Инструменты «Выбрать маску» и «Прямоугольник». Выбираем вот эту линию. Инвертируем маску и перемещаем ее вправо. Маску очищаем. И выбираем вот этот прямоугольник. С обратной стороны его убираем. С передней стороны выберем 2 окошка. А здесь маску снимем. Заходим в параметры маски и нажимаем «Разделить». Их пока эти детали убираем. Нажимаем на домик и выбираем пол. Нажимаем «Разделить». И тоже пока скроем. Теперь выбираем, нажмем на домик и выберем дверь. Сзади маску снимем. Заходим в параметры и нажимаем «Разделить». Выбираем домик и маскируем его. В параметрах маски выбираем толщину стен. Давайте сделаем единичка со знаком минус. И нажимаем на извлечение. Вот эту маску удаляем. Открываем пол. Выбираем его.
маскируем, заходим в параметры маски, установим толщину минус 0,7 и нажимаем на извлечение. Маску удаляем. Заходим в меню, открываем скрытые детали и заходим в режим соло. Берем инструмент обрезка, эту деталь удаляем, а эти две разделяем. Выбираем это маленькое окошко. Заходим в режим соло. Выбираем мультиразрешение, ставим галочку и нажимаем 3 раза на подразделение. Берем инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Выбираем, маскируем такой прямоугольник. Это будет форточка. Заходим сюда, нажимаем «Разделить». Эту деталь скрываем, открываем, выбираем раму и снова инструментом «Выбрать маска», выбрать маску, выбираем еще вот такой прямоугольник. Снова нажимаем «Разделить» и скрываем. Выбираем раму, маскируем ее, толщина shell минус единица и нажимаем на извлечение. Маску удаляем и выходим из режима соло. С помощью инструмента Gizmo получившуюся раму задвигаем немного внутрь оконного проема. Теперь открываем вот эту деталь. Заходим в режим соло, берем инструмент «Выбрать маску» и выбираем прямоугольник. Нажимаем «Разделить», пока закроем его. Выбираем раму, маскируем и нажимаем на извлечение. Маску удаляем. Выйдем из режима соло и сдвинем эту раму внутрь внешней рамы. Вот сюда. Вот эту деталь мы выбираем, заходим в материалы и нажимаем «Аддитивный». Сдвинем ее внутрь рамы. Это стекло. Далее выбираем вот эту скрытую деталь. Заходим в режим соло. Берем инструмент «Выбрать маску» и выбираем прямоугольник. Нажимаем «Разделить», скрываем, выбираем раму, маскируем ее и нажимаем на извлечение. Маску удаляем. Теперь выходим из режима соло, берем инструмент Gizmo и сдвигаем раму. Открываем вот эту деталь, выбираем ее и в материалах меняем аддитивный. И перемещаем. Теперь выбираем. Так. Нам нужно выбрать вот эту форточку и стекло. Вот эти две детали. Включаем инструмент Gizmo, ось, и перемещаем ось вот сюда. Отключаем ее. Так, пока не будем ничего поднимать. Сначала мы выбираем вот эти стены домика и скроем их. Берем инструмент «Выбрать» и выбираем все окошко. Включаем Gizmo и открываем стены домика. Перемещаем окно на место второе. Так. Сначала нужно скопировать. Нажимаем на клонирование и перемещаем на место второго оконного проема. Теперь выбираем вот эти детали. И приподнимаем форточку. Поворачиваем вдоль оси X. Второго окошка то же самое. Выбираем
Выбираем вот эти две детали. Нажимаем ось и переносим оси вот сюда. Убираем ось и приподнимаем форточку. Заходим в меню объектов, выбираем, открываем дверь и выбираем ее. И с помощью инструмента Gizmo изменим ее высоту. Далее заходим в инструмент мультиразрешения и нажимаем 3 раза на подразделение. Берем инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Выбираем вот такой прямоугольник. Увеличим. Далее в параметрах маски нажимаем на «Разделить» и скроем. Снова выбираем дверь и выбираем прямоугольник. В параметрах маски нажимаем «Разделить». Выбираем получившуюся раму двери, маскируем ее. В параметрах выбираем толщину. Вот у нас стоит -1, оставим такую толщину. И нажимаем на извлечение. Маску удаляем, включаем инструмент Gizmo и сдвигаем раму внутрь. Далее откроем вот эту деталь, выберем ее. В материалах изменим непрозрачный на аддитивный и сдвинем стекло внутрь рамы. Теперь откроем дверь. Инструмент «Выбрать маску» и в параметрах изменим толщину на 0,7. Минус 0,7. И нажимаем извлечение. Так, мы забыли ее замаскировать. Замаскируем и нажмем на извлечение. Вот эту деталь удаляем, маску. Берем инструмент Gizmo и сдвигаем дверь немного внутрь. Теперь добавляем тор. Уменьшаем его в размере и поворачиваем. С привязкой на 90 градусов поворачиваем по оси Z. Еще уменьшаем. И передвигаем вот сюда. Заходим в топологию объекта и уменьшаем ее. Утверждаем. Заходим в меню объектов, выбираем ручку и дверь одновременно. А теперь включаем ось и перемещаем ее вот сюда. Отключаем ось и приоткрываем дверь немного, поворачиваем по оси Y. Хорошо. Далее добавляем плоскость. И поворачиваем ее по оси X на 90 градусов. Утверждаем. Заходим в мультиразрешение, ставим галочку и нажимаем на подразделение. Выключим каркас и зайдем в режим соло. Берем инструмент маска, заходим сюда, меняем штрих, альфа. В альфе загружаем, через импорт загружаем файл с надписью. У меня это надписи «Блины, чай, кофе». Это PNG-файл на прозрачном фоне. Мы его выбрали. Далее устанавливаем стилус в центр экрана и растягиваем эту надпись.
параметрах маски нажмем на резкость. Устанавливаем необходимую толщину, сглаженность включаем и нажимаем на извлечение. Выбираем плоскость и удаляем ее. Выходим из режима соло и включаем каркас. С помощью гизмо увеличим надписи в размере. Теперь заходим в инструмент упрощение и нажимаем «Упростить». Снова включим каркас, берем инструмент «Разделить» и прямоугольник. Разделяем слова, делаем их по отдельности. Выбираем слово «чай» и с помощью гизмо перемещаем сюда. Теперь берем слово «кофе» и переносим сюда. Выберем их вместе и пододвинем к стене. Немножко сдвинем вглубь стены. Выберем слово «блины» с помощью инструмента гизмо и привязки повернем на 90 градусов. И расположим вот здесь. Хорошо, сделаем светильник над дверью. Для этого добавляем цилиндр, поворачиваем его, перемещаем сюда, уменьшаем в размере. Заходим в топологию и изменяем. Утверждаем и перемещаем к стене. Включаем вид справа и берем инструмент трубка и кривые. Из центра цилиндра рисуем вот такую деталь. Включаем инструмент гизмо и делаем вид спереди, перемещаем эту деталь вот сюда, к нашему цилиндру. Далее выключаем гизмо и изменяем радиус этой детали. Заходим в топологию и уменьшаем. Делаем внутри отверстия и нажимаем «Утвердить». Теперь включаем инструмент теловращения, кривые и рисуем вот такую деталь светильника. Делаем ее внутриполой и уменьшаем толщину стенок. Утверждаем, заходим в инструмент упрощения и нажимаем «Упростить». Теперь включаем инструмент гизмо и перемещаем сюда.
Уменьшим немножко в размере. Добавляем сферу. Заходим в параметр и изменяем его на 3. Уменьшаем сферу в размере. Делаем фронтальный вид. Утверждаем. Включаем симметрию. Здесь группу меняем на вершину. И потянем в стороны за красную стрелочку. Далее вернем на авто и повернем по оси Z на 90 градусов. Заходим в материалы и устанавливаем «Всегда не освещено». Теперь выбираем вот этот цилиндр, копируем его, поворачиваем по оси Z на 90 градусов. И вот здесь устанавливаем. Теперь берем инструмент трубка и кривые. Рисуем вот такую деталь. Так. Вернем назад. И снова нарисуем. Переместим сюда и уменьшим диаметр. Теперь зайдем в параметры трубки и изменим топологию. Нажимаем «Утвердить». Добавляем плоскость. Поворачиваем ее по оси X на 90 градусов. Утверждаем и заходим в мультиразрешение. Нажимаем на подразделение много раз. Теперь давайте зайдем в режим соло и скроем каркас. Берем инструмент маска, заходим сюда, штрих проверяем. В параметрах альфа загружаем PNG файл с бегущим поваром. Устанавливаем стилус в центр плоскости и растягиваем повара. Давайте вернемся назад и изменим масштабирование до минимального значения. Возвращаемся к плоскости и растягиваем повара из ее центра. Далее заходим в параметры маски и нажимаем «Извлечение». Выбираем плоскость и удаляем ее. Включим каркас и заходим в упрощение. Нажимаем «Упростить». Выходим из режима соло
Включаем гизму, повернем повара по оси Z и установим его вот здесь на трубке. Хорошо. Заходим в меню объектов и открываем окошко. Вот эту деталь, которая у нас была скрыта. Включаем мультиразрешение, ставим галочку и нажимаем на подразделение. Заходим в инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Выбираем вот эти две вертикальные линии. Инвертируем маску и с помощью инструмента Gizmo тянем за синий кружочек и отодвигаем в стороны эти вертикальные линии. И маску очищаем. Снова инструментом «Выбрать маску» и прямоугольник выбираем вот этот прямоугольник. Заходим в параметры маски, убираем сглаженность и нажимаем «Разделить». Скрываем пока эту деталь. Выбираем маску, выбираем раму, маскируем ее. Заходим сюда и нажимаем на извлечение. Маску удаляем, а вот эту деталь инструментом Gizmo сдвигаем внутрь оконного проема. Открываем ту деталь, которую мы скрыли, выбираем ее. Давайте включим режим соло, зайдем в мультиразрешение и нажмем на подразделение. Хотя, нет, давайте отменим это действие. Берем инструмент «Выбрать маску» и выбираем вертикальные линии. Инвертируем маску, включаем Gizmo и растягиваем их в стороны. Маску стираем. Выбираем внутренний прямоугольник. Нажимаем «Разделить». Это пока скроем. Выбираем раму, маскируем ее и нажимаем на извлечение. Маску удаляем и выходим из режима соло. Включаем Gizmo, сдвигаем эту раму внутрь. Давайте немножечко сплющим за красный кружочек. И подвинем вверх. Теперь откроем вот эту деталь, которую мы скрыли. Зайдем в материалы и нажмем на аддитивный. Подвинем ее внутрь рамы и вверх. Добавим прямоугольник, добавим куб. В топологии уменьшим до 0 и нажмем «Утвердить». Установим вот сюда.
Сдвигаем. Копируем. Делаем из этого параллелепипеда брусочек. И поворачиваем по оси Z на 45 градусов. Передвинем ближе к краю, копируем и передвигаем на другую сторону. Выберем столик и немного его уменьшим. Скопируем и сделаем из него ступеньку. Теперь выбираем эти две детали, копируем и поднимаем вверх. Повернем по оси Z на 90 градусов. Немного опустим. Клонируем. Снова поворачиваем в обратную сторону. Опускаем. Теперь выбираем одну вот такую деталь, клонируем ее. Поворачиваем на 45 градусов и по оси Z, и на 90 по оси Y. Растянем в длину. Так. Повернем по оси Z еще на 45 градусов. И переместим вот сюда. Заходим в меню объектов и добавляем плоскость. Растянем ее по размеру каркаса, который мы сейчас сделали. Заходим в топологию и делаем разрешение Y 15, а разрешение X единица. Заходим в режим соло, так, утверждаем, выбираем маской, выбираем вот эту вертикальную линию, инвертируем ее и сдвигаем вправо. Маску очищаем и теперь выбираем маской горизонтальные линии через одну. Берем инструмент Gizmo и потянем немножко вверх за зеленую стрелочку. Теперь маску снова очищаем. Выбираем вертикальную линию вот эту. Нет, не то. Выбираем всю левую часть. Включаем инструмент Gizmo, ось, и передвигаем ось вот сюда.
Ось выключаем и поворачиваем по оси Z на 45 градусов. Очищаем маску. Включаем инструмент мультиразрешения, ставим галочку и нажимаем 2 раза на подразделение. Теперь галочку убираем и снова на подразделение. Маскируем эту деталь, заходим в параметры, ставим толщину 0,1. Вот здесь ставим плюс-минус и нажимаем на извлечение. Маску удаляем и выходим из режима соло. Включаем гизмо и поворачиваем деталь на 45 градусов. И располагаем над каркасом. Заходим в упрощение и нажимаем «Упростить». Давайте теперь выберем надписи, которые у нас есть, все 3, и немножко их поднимем вверх. Теперь выберем вот эту раму и стекло. И опустим вниз, чтобы их было видно из-под навеса. Выбираем столик и копируем его. Уменьшаем. Сделаем табуретку. Снова копируем. И сделаем ножки. Выбираем обе ножки, копируем их. И передвигаем. Теперь выбираем всю табуретку и копируем. Снова копируем и вот так их размещаем. Теперь снова выбираем столик, копируем его, поворачиваем на 90 градусов и сделаем переносной баннер.
Копируем, сужаем и сделаем ножки. Копируем, поворачиваем на 90 градусов и делаем верхнюю рамку, верхнюю границу рамки. Выбираем вот это полотно и сужаем. Хорошо. Теперь добавляем плоскость. Поворачиваем ее. Заходим в мультиразрешение. Так, давайте утверждаем. Теперь открываем мультиразрешение и нажимаем на подразделение. Уберем каркас и зайдем в режим соло. Берем инструмент маска, заходим сюда, штрих меняем, заходим в альфу и загружаем изображение с надписью. У меня это PNG файл с надписью «Завтрак каждый день» и стрелочкой. Масштабирование уменьшаем до минимального значения. Ставим стилус в центр плоскости и растягиваем надпись. Теперь заходим в параметры маски, изменим толщину, сделаем 0,5 и нажимаем на извлечение. Выбираем плоскость и удаляем ее. Включаем каркас и заходим в упрощение. Нажимаем «Упростить». Выходим из режима соло. Эту надпись устанавливаем на баннер. Включим каркас, чтобы было виднее. Уменьшим ее. И расположим по центру. И сдвинем ее вот сюда. Инструментом «Выбрать» выбираем вот эту всю конструкцию вместе с надписью. И поворачиваем по оси X на 15 градусов. Теперь выберем надпись и скроем ее. Снова берем инструмент «Выбрать», выбираем всю вот эту конструкцию, копируем ее. И поворачиваем на 90 градусов по оси Y. И перемещаем. Теперь открываем надпись, выбираем ее. Вот она у нас немного сдвинулась. Давайте ее вернем на место. Берем инструмент «Выбрать», все выбираем и
передвинем вот сюда и повернем на 90 градусов. Выбираем фронтальный вид и берем инструмент теловращения. Нажимаем на кривые и нарисуем цветочный горшок. Делаем его внутри полым и утверждаем. Зайдем в упрощение и нажмем «Упростить». С помощью инструмента Gizmo поставим его на землю рядом со входом в кафе. И немного уменьшим. Добавим плоскость. Это будет имитация грунта. Уменьшим размер и нажмем на диск. Заходим в топологию и уменьшаем ее, сделаем 2. Утверждаем. Теперь добавляем конус. Уменьшаем и поворачиваем на 180 градусов. Снова уменьшаем, немножко растянем длину. Зайдем в топологию конуса и изменим ее. По Y сделаем единичку, а по X 18. Утверждаем. Копируем, поднимаем и уменьшаем. И так далее формируем ствол пальмы. Некоторые элементы можно немного повернуть, без привязки. Теперь выберем их все вместе, без горшка. И немного растянем высоту. Хорошо. Далее добавляем сферу. Утверждаем. Заходим в мультиразрешение, ставим галочку и нажимаем на подразделение. Теперь убираем каркас и заходим в режим соло. Делаем вид сверху. Выбираем маску. Штрих устанавливаем сюда. В параметрах альфа загружаем вот такой PNG-файл с изображением листочков пальмы. И масштабирование делаем минимальным. Устанавливаем стилус в центр шара и растягиваем изображение. Теперь заходим в параметры маски и нажимаем «Извлечение». Выбираем шарик и удаляем его. Теперь берем инструмент «Переместить». За серединку опускаем немножко вниз. Теперь уменьшим размер радиуса и еще потянем вниз. Этим же инструментом изменим положение листиков. Теперь включим каркас, зайдем в упрощение и упростим.
выйдем из режима соло и установим эти листочки на место. Выберем этот столик, копируем его и сделаем из него основание для домика.